Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале WorldTrack, меня зовут Снеткин Олег, и сегодня я хотел поделиться с вами своим личным опытом по подбору деталей на технику Scania. Давайте поподробнее разберем эту тему и поговорим про нее. Во-первых, самый правильный и грамотный подбор всегда начинается с чего? Правильно, с ВИН-номера вашего автомобиля, или вернее ВИН-номера, на который подбираются детали. Где он находится? На тягачах Scania 5 серии он находится на раме за правым передним колесом. Он выбит прямо на металле. На кабине, в дверном проеме, внизу на пороге специальная табличка есть. Либо справа, либо слева. Там выбит ВИН-номер машины. Также вы можете найти их в документах в СТС и ПТС. Бывает такое, что у вас может быть конструктор, или вы купили уже автомобиль, который собран из нескольких автомобилей, да, и бывает такое, что шасси и номер кабины или ВИН-номер могут отличаться. Поэтому, когда кому-то диктуете ВИН машины, может быть такое, что он может быть некорректным. Поэтому всегда перепроверяйте, чтобы все было одинаково, одного и того же номера. Давайте представим, что вам нужна какая-то деталь на вашу технику Scania, и вам нужно ее подобрать. Осуществляется всегда это с помощью мануала. В данном случае завод-изготовитель Scania создал свой собственный мануал, называется он Multi. В этом мануале можно подобрать детали, посмотреть, сколько нужно залить технических жидкостей, или как снять или поставить ту или иную деталь. Но этот мануал нужно устанавливать, и не всегда он у всех есть. Вот. И поэтому, если у вас такого мануала нет, можно использовать просто какие-то общие мануалы, которые есть на сайтах общедоступных. Давайте начнем с того, что как пользоваться просто обычным логическим, скажем так, мануалом или визуальным. То есть мы просто заходим на сайт, в данном случае worktrack.ru. Вот наш сайт. Вот. По левой стороне разделы по автомобилю, то есть весь автомобиль разделен на крупные агрегаты и системы. Допустим, мотор, КПП и так далее. Если мне, допустим, нужна центрифуга, это масляная система, я захожу в двигатель и набираю систему смазки, и здесь ищу то, что мне нужно. Вот. Тут либо что-то похожее искать, да, там держа деталь в руке, либо просто нужно взять ВИН, опять-таки, и уже по ВИНу подобрать. У нас на сайте есть проверка авто по ВИНу, то есть вы можете забить сюда вот 7 последних цифр автомобиля и пробить его. И здесь есть общая техническая информация, у нас сейчас дорабатывается этот каталог, но в целом им можно пользоваться. Также есть поставщики новых деталей, кто чем пользуется, все по-разному, да, но на всех сайтах крупных федеральных поставщиков есть подбор по ВИН-номеру. То есть у меня есть заранее заготовленные ВИН-машины, я нашел, вот здесь он у меня находится, беру его. Да, в вашем случае это СТС, ПТС или с автомобиля вы взяли его. Берем сайт, вот сюда вот вбиваем, и вот он пробивается. В данном случае у нас G400, Scania G400 LA4х2 цена. Это колесная формула и тип автомобиля, а модель G400. Допустим, здесь на таких сайтах очень удобно подбирать какие-то мелочи. Фильтра, прокладки, расходники и так далее. Все-таки не совсем это полноценный подборщик деталей, да, не всегда здесь правильные кроссы, так сказать, то есть номера замен. Кросс — это номера замен. Вот, то есть где-то что-то как-то подобрать по-быстренькому можно. Все-таки здесь функционал ограничен, то есть вы можете найти какие-то детали. Очень часто бывает такое, что в данных каталогах чего-то просто нету, да, то есть вам нужна, не знаю, какая-нибудь, ну, к примеру, теплообменник какой-нибудь, и его просто нет. Или какая-то не совсем стандартная вещь, которая установлена на вашей Scania, и она уже не пробивается. Соответственно, я вам всегда рекомендую пользоваться Multi в подборе деталей. Это надежнее, проще, и в момент того, что вы закажете запчасть, она вам придет и не подойдет, то здесь гораздо меньше. Но, конечно, никто от этого не застрахован. Итак, давайте разберем более подробно программу Multi. Multi выглядит программа вот таким образом, вот такая иконка. Вы можете открыть либо одну программу Multi, также для удобства подбора на несколько автомобилей вы можете открыть сразу несколько программ Multi. То есть, как это делается? Если вам нужно одно окно, вы просто 2 раза левым кликаете, и у вас открывается Multi. Если же вам нужно несколько программ, несколько окон Multi, то вы нажимаете левым кликом 1 раз на него и ровно столько раз Enter, сколько вам нужно программ. Допустим, мне нужно 3 окна.
Раз, два, три. Пожалуйста. Открылось 3 окна Multi. И я могу забить 3 разных автомобиля и сравнить между ними какие-то особенности или какие-то детали. Это очень удобно для тех, кто занимается подбором деталей на постоянной основе в автосервисах или для чего-то еще. Итак, это начальная страница, там, где мы начинаем свою работу с этой программы. Здесь мы видим 3 графы: заводской номер шасси, регистрационный номер и заводской номер. А с верхней части, вот это заводской номер шасси, это непосредственно ВИН машины. Сюда сбивается не весь ВИН машины с буквами, да, там и цифрами, а только 7 последних цифр. Ниже регистрационный номер, это непосредственно госномер сюда сбивается, если он есть в программе, но я, если честно, таких автомобилей не встречал. Вот. И заводской номер. Заводской номер — это номер двигателя, который выбит у вас на блоке цилиндров. Если это, допустим, 13-литровый мотор, то это на передней части у нас есть специальное место, где набивается модель двигателя и его номер. Этот номер берем, сюда сбиваем и пробиваем автомобиль. Это нужно в том случае, когда у вас нет доступа к ВИН номеру автомобиля. По какой-то причине. Допустим, у вас мотор отдельно, да, там вы покупаете мотор, вы можете пробить автомобиль, с которого он снят. Да, и посмотреть опции, какой там впускной коллектор, какие-то, может быть, другие, да, тонкости и особенности этого мотора. Давайте попробуем. 5300308. Enter. Или найти. Пожалуйста. Это ВИН машины, его сборка, когда он был собран, когда он был продан и поставлен на гарантию, и когда он был ввезен в страну. Текущий дистрибьютор — это страна, для которой был сделан автомобиль. В данном случае это Россия. Есть определенные особенности в конструкции там автомобиля, его комплектации. Все зависит от того, куда был поставлен автомобиль. Например, для стран, там, я не знаю, третьего мира евро может быть ниже. И, соответственно, для там каких-то европейских стран евро может быть выше, соответственно, там может стоять ЕГР, может не стоять и так далее. А здесь у нас есть номер дистрибьютора, но это конкретно, видимо, дистрибьютор. И есть тип автомобиля, да, это, допустим, в данном случае это сидельник тягач плюс полуприцеп. Может быть самосвал или что-то еще. Дальше следующая вкладка — это техническая информация. Очень полезная вещь. Здесь вы кратко можете посмотреть все основные особенности данного автомобиля. Двигатель, какой модели, какая там топливная система, какая кабина и все-все-все. Но кратко. Если же вам нужно подобрать автомобиль на автомобиль деталь, вы перемещаетесь в следующее окошко. В верхней части данной программы мы видим, что здесь есть иконки, да? Слева навигатор, дальше у нас идет данные шасси двигателя, где мы сейчас с вами находимся. Следующие — запасные части. Стандарты нормы времени — это норма времени установки или снятия деталей, или какие-то другие технические работы, которые осуществляются в данном автомобиле. Комплект — это комплектность запчастей, как она поставляется. Допустим, не знаю, там турбокомпрессор поставляется всегда в сборе с прокладкой на выпускной коллектор. Дальше у нас есть список выбранных позиций, это для работы непосредственно в этой программе. Следующее у нас идет руководство по ремонту, то есть непосредственно как поставить или снять ту или иную деталь, как отрегулировать или что-то еще сделать. Все технические нюансы здесь прописаны, как правило. Следующее — TI. TI — это вкладка, на которой вы можете посмотреть все возвратные кампании, которые были сделаны на автомобиле Scania, какие-то технические изменения, то есть компания Scania всегда дорабатывает свои автомобили. Ну, допустим, вот, утечка из фланцевой трубки масляного щупа на блоке цилиндров. То есть была когда-то проблема, из трубки масляного щупа потекало масло. Есть предыстория, есть сервисное решение, есть производственное решение и номера замен. То есть какой номер был до этого и какой номер стал. То есть если у вас какая-то проблема и вы об этом не знаете, пожалуйста, вот есть вся эта информация, которая была уже сделана до нас. Весь специнструмент, который используется в ремонте автомобиля Scania, и в том числе с номерами. То есть у каждого оригинального инструмента Scania есть свой артикул и номер. Вот эта информация, и даже в каких-то случаях, по-моему, если я не ошибаюсь, есть даже размеры. Вот, пожалуйста. Но, насколько знаю, найти их в продаже достаточно тяжело. Есть вся информация по техническому обслуживанию, то есть тут есть ТОЛ, ТОМ, ТОР, ТОФ, и ТОС. И что делается, как делается, и даже инструкция по техническому обслуживанию. Очень удобно, то есть вся информация.
Навигация нужна для того, чтобы быстро искать ту или иную деталь в каждом разделе. Будь то сервисное обслуживание, поиск деталей или поиск технического обслуживания или ТО. Допустим, мне на скане G400 нужен датчик температуры надувочного воздуха T47. Я знаю, что он называется, его разъем называется T47. Я просто захожу в детали. Да, здесь можно найти его с помощью навигации в Малте, но можно и более быстрым способом. Я нажимаю «Найти», нажимаю код элемента, то есть можно по номеру детали сделать навигацию, по наименованию, по системе и по коду элемента. В данном случае T47 это код элемента. Я набиваю T47, нажимаю «Найти», и справа в окне он мне сразу же выдает все совпадения. Их может быть не одно, а несколько. В данном случае оно одно, потому что датчик один. Если я сделаю то же самое по, допустим, 5 серии, да, по GRT серии, то там будет гораздо больше, потому что он по всей серии его найдет. Вот таким образом делается поиск деталей. Можно также по номеру запчасти это сделать. То есть я могу просто зайти в бинокль, нажать, забить сразу номер и нажать «Найти». Он мне опять-таки справа выдает все совпадения, которые возможны. Видите, что данный датчик стоит не на одной модификации автомобилей, а почти на всех. Да, то есть без разницы. Здесь указано раздел. В Малте есть разделы, и все они пронумерованы. То есть 1645-5900 это название раздела. Вот, дальше идет наименование и топливная система, на которой устанавливается данный датчик. Итак, давайте перейдем к следующему разделу. Раздел «Стандарты нормы времени». Этот раздел в основном нужен, как правило, для сервисов или для того, чтобы рассчитать, сколько вам нужно времени на ту или иную процедуру. Допустим, датчик детонации замените 3 штуки, вот одну штуку. В данном случае это опять-таки раздел, наименование и что нужно сделать, на каком моторе. В данном случае это OC09, OC13, то есть это 9-литровый либо 12-литровый газовый двигатель. Это тип эксплуатации N, работа, датчик детонации, замените название и работа. Вариант, код элемента, как он называется, и описание работы. Включая, то есть что там? Включая очистку двигателя, снятие и установка кабелей провода и использование программы SDP3, то есть компьютерную диагностику сканера. Время 1.0, то есть это 1 час, и код квалификации, то есть сложность выполнения работ. Насколько знаю, это порядка 4 или 5 сложностей выполнения работ. Это, по-моему, вторая по сложности, если мне память не изменяет. Давайте пойдем дальше. Про комплектность посмотрим. Как по мне, будет удобно это сделать на турбокомпрессоре. Да, заходим в двигатель, заходим в турбокомпрессор, и нажимаем на комплектность. Здесь у нас что нужно для того, чтобы заменить, профилактическая замена и заменить. Здесь непосредственно то, что входит в комплект с турбокомпрессором, да, то есть прокладки, кольца и так далее. Руководство по ремонту. Здесь у нас есть предупреждение, что для выполнения работы вы должны знать правила техники безопасности, которые применяются при работах на автомобиле скане. Неправильное выполнение процедур может привести к травмам и авариям. Вы ознакомились с правилами техники безопасности скане? Мы напишем, конечно же, что да. После этого она вас переносит уже непосредственно в руководство по ремонту. И здесь вы можете посмотреть, как снять и поставить турбокомпрессор. То есть все описание работ, все предупреждения и уточнения. Что для этого нужно? То есть полностью моменты затяжек, когда что нужно делать, вся техническая информация здесь есть. Мало того, здесь есть техническое описание, для чего турбокомпрессор вообще нужен, как он работает, да, из чего он состоит, спецификация, что вместе с ним идет, общие сведения. Вот что касается руководства по ремонту. И давайте пробежимся по навигации подбора деталей. Заходим в иконку «Запасные части». Здесь у нас есть навигация. Вся она разделена на разделы. Каждый раздел подписан, пронумерован и назван. Общие сведения, двигатель, система охлаждения, топливная и выпускная система, сцепление, коробка передач, карданный вал, передний мост, задний мост, ступицы и колеса, тормоза, рама, подвеска, рулевое управление, электрическая система, контрольные приборы, кабины, дополнительное оборудование и грузовой кузов. Все они пронумерованы, и в каждом есть подразделы. Допустим, вам нужна, опять-таки, повторюсь, центрифуга. Заходим мы в двигатель, заходим в систему смазки и смотрим. Здесь есть название, насос системы смазки, центробежный очиститель масла. Вот он как раз-таки есть. Здесь он в разборе находится, и все детали пронумерованы. Самая верхняя часть его общий номер, а дальше он в разборе.
все детали, которые входят в этот агрегат или в эту запасную часть, пронумерованы точками. То есть, обратите внимание, да, центробежный очиститель масла, он без точки, все то, что дальше идет, это уже с точками. То есть он входит непосредственно в эту деталь. Давайте попробуем найти что-то еще на автомобиль скане. Допустим, мне нужен блок климатики. Да, то есть я захожу, он находится у нас в кабине, логически размышляю, да, он у нас отвечает за обогрев или вентиляцию. Соответственно, я захожу сюда, в этот раздел 1870 и ищу. С помощью, опять-таки, стрелок я на клавиатуре могу листать и вот так пролистывать, если не находить. Вот я его нашел, под цифрой 3, его можно выделить и пробить. Нажав на блок климатики, выделяется непосредственно его номер. Я нажимаю правым кликом, нажимаю копировать номер запчасти. Этот номер запчасти обозначает непосредственно эту деталь. С этим номером я уже могу работать. Я его могу забить просто в Яндекс, могу забить его на нашем сайте worktrack.ru и найти непосредственно эту деталь. Вот я его забиваю и нахожу. Здесь у нас есть номер детали, его внутренний номер, название и цена. Вот таким образом у нас пробиваются номера деталей. То есть, по сути, вам нужно при подборе деталей вам нужна ключевая информация, это номер детали, либо номер замены. То есть в данном случае, когда я нашел блок климатики, я вижу, да, его порядковый номер в каталоге, его код, его номер основной и номер замены. То есть тут два номера пробивается. Его наименование в мануале. В данном случае это EQ KSS. Вот таким способом подбираются детали на автомобиль скане с помощью мануала Multi. Если я что-то упустил или что-то забыл, напишите, пожалуйста, в комментарии. А в целом про подбор деталей все. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!